Приветик всем! Мы сейчас в прямом эфире вышивали вот эту овечку. Начало вышивки у нас было, вот фотография ее. Но так как я осталась недовольна качеством видео, я решила еще разок снять уже в более лучшем качестве, уже с такой более-менее макросъемкой еще одного барашека, чтобы показать вам, как его вышивать, как правильно делать все стежки. Вот я нарисовала еще раз одну выкройку. Будем по ней вышивать нашего барашека. Мы здесь используем шов назад иголку. Вот так этот шов выглядит. Здесь у меня пошагово все описано. Для участниц интенсива я скидываю эту фотографию, чтобы вы понимали пошагово, как выполнить этот шов. Сейчас мы будем его выполнять. Ну вот у меня барашек выглядит так. Вот эту мордочку мы сейчас постараемся с вами вышить. Я беру самую обычную ниточку с иглой в одно сложение. Вот так вот я ее закрепляю. Здесь у меня узелочек на конце, и сначала нам нужно вышить крупные детальки. Я сначала вышиваю глазки, и в принципе советую вам тоже в брошке вышивать сначала какие-то крупные более детальки, чтобы потом уже пустоты заполнять мелким бисером, чтобы у вас самый крупный бисер сразу поместился правильно. Вот я беру нашу барашку и буду вышивать глазки. Глазки у меня примерно где-то вот в этом месте будут. Я их так не в этом. Я их так на глаз вышиваю. Вот так вот будет мой первый глазик. Вывожу иглу на лицевую сторону вышивки, захватываю одну жемчужную бусинку. У меня это глазик. Вот так захватила дырочкой наверх. И дальше, чтобы закрепить этот глазик, я беру бусинку черную, и теперь возвращаюсь назад, вставляю иглу в эту бисеринку жемчужную, вывожу с изнаночной стороны. Вот так у меня получился первый глазик, но он сейчас у меня болтается. Чтобы его хорошенечко закрепить, чтобы он у меня не разбалтывался. Вот видите, он у меня уже разболтался. Чтобы его хорошенечко закрепить, я еще прохожусь 2 раза дополнительно сквозь эту всю нашу конструкцию. Сквозь жемчужную бусинку, сквозь черный бисер и еще раз. То есть, чтобы всего минимум у меня было 3 таких стежочка. Вот благодаря 3 стежочкам он уже закрепляется лучше и уже не так сильно болтается, и плюс он уже у нас, если даже я потяну, он у нас уже никак не вылезет. Дальше рядышком вышиваю второй глазик, точно так же вставляю иглу, беру жемчужную бусинку, дальше сразу следом беру черную бусинку, черный бисер, и вот у меня глазки должны быть рядышком, проверяю, чтобы они рядышком находились, вот так, и снова возвращаюсь в жемчужную бусинку на изнаночную сторону, вернулась, все подтянула, вот тут у меня, видите, петелька образовалась, я ее подтягиваю, глазки готовы, и снова прохожу сквозь эту конструкцию 2 раза. Один раз это был мой первый, теперь второй раз прохожусь. Так, тут у меня вышло сквозь бисер ниточка, вышла, прохожусь второй раз и следом прохожусь 3-й раз, закрепляя глазик. Так, вот прошлась 3 раза, теперь у меня они хорошенько закреплены, вот у меня 2 глазика. Теперь вышиваем ушки, вот у меня ушки справа и слева, они из вот таких вот бусинок у меня вышиваются. Сразу, так как это крупный элемент, сразу его вышиваю. Снова вывожу иглу на лицевую сторону, захватываю наше ушко, слежу за тем, как у меня располагается бусинка дырочкой кверху, вот так прикладываю. Это мое ушко будет. И снова беру черную бусинку, черный бисер, чтобы закрепить. Закрепляю точно так же, как я закрепляла глазки. Прохожусь сквозь это ушко, будем так называть эту бусинку. Подтягиваю все. Вот так подтянула и снова прохожусь 3 раза сквозь эту конструкцию. Один раз это был мой первый, вот это второй раз. И снова 3-й раз вдеваю я иглу в большую бусину, в маленький бисер, и снова в большую бусину назад. Так, что у меня там узелочек какой-то
Вот так прошлась назад, закрепила ушко, оно у меня вокруг своей оси, возможно, крутится, потому что такая бусинка, но держится на месте хорошо. Так, теперь я второе ушко пришиваю. С этой стороны я тоже вывожу иглу с ниточкой на лицевую сторону, беру второе ушко. Теперь здесь слежу, чтобы у меня эти ушки были с правильной стороны расположены. У меня бусинка такая не одинаковая с двух сторон. Вот, прикладываю, смотрю, все ли в порядке. Снова беру черный бисер и вставляю в эту бусину большую. Вставила и еще 2 раза дополнительно прохожусь сквозь эту бусину. Вот так, раскручиваю я это ушко. Вот у меня 2 ушка получились. И еще раз 2 разика прохожусь. 1, так, и второй. Сначала в большую, потом в маленький бисер и в большую назад. Вот так. Готово. Разворачиваю ушко, оно у меня развернулось, пока я вышивала. Поправляю глазки. Вот у меня уже тоже начинает высматривать, выглядывать овечка. Глазки уже готовы. Теперь мы будем обшивать контур нашего изделия. Вставляю сразу вот здесь вот возле ушка иглу, и так как вывожу ее на лицевую сторону, и так как мы обводили наш контур фломастером вокруг наш шаблон, то у нас размер нашей брошки увеличился на размер вот этого контура. То есть брошка сейчас на данный момент у нас больше, чем наша заготовка. И нам нужно вышивать этот контур не чисто по нарисованному фломастеру, а внутри него. Внутри него, чтобы брошка оказалась реального размера, который мы запланировали, чтобы она не оказалась больше. Помним также, что у нас еще потом будет ряд обработки брошки, это будет еще дополнительный ряд с бисером, и она еще на 1 ряд увеличится. Поэтому всегда я вышиваю не по контуру, а внутри контура, чтобы сделать брошку того размера, который мы задумали. Беру я свой черный бисер, шов назад иголку. Вот у меня здесь есть инструкция, вы можете, пока я вышиваю, потихоньку ее изучать. Я беру 2 бисеринки черные, они у меня. Вот взяла. Дальше я вставляю иглу на высоту этих бисеринок, то есть вперед вставляю иглу, вот так вот вставила на их ширину или высоту, как скажете, вставила. Дальше возвращаюсь назад, это вот 3-й шаг, возвращаюсь назад и вставляю иглу в то же самое место, куда я вставляла ее 1-й раз. Вот, вставила и вывожу сквозь эти 2 бисеринки. Вот так, то есть я прохожусь иглой сквозь эти 2 бисеринки еще раз. Вывела. Теперь у меня игла торчит как раз из последней бусинки. Дальше беру снова 2, вставляю иглу снова на расстояние, равное высоте этих бусинок. Вставила, немножко поправляю. А теперь возвращаюсь на 3 бисеринки назад. Вот так, отсчитываю 3 последние бисеринки, вставляю иглу как раз между 1-й и 2-й. Вставила, у меня теперь игла, видите, расположена за 3 последними бусинами, и теперь прохожусь сквозь 3 бусины, вот так, прошлась и вывела иглу наружу. Подтянула немножко это все. Теперь снова беру 2 бисеринки. Я говорю бусина, бисерина, думаю, вы меня понимаете. Вставляем на расстояние, равное высоте их, вставили, отсчитали 3 бисерины назад, вставили иглу четко посередине между бисеринами, вставили, и теперь вывели ее сквозь 3 последние, вывели. И так мы можем любую линию рисовать этим бисером. У меня здесь немножко мордочка скошена, я ее сейчас немножко подправлю. Снова вставляю, вот так ноготком я подправляю, чтобы мне вставить в правильное место свою иглу. Вставила иглу за 3 последних и вывела сквозь эти 3 иглу с ниткой. Дальше снова беру 2 бисеринки, снова вставляю на расстояние, равное их высоте. Вот так вот пальчиком я подправляю, вставляю иглу
за 3 последние бисеринки. Видно? Вывожу и вставляю, прохожусь сквозь 3 последние. Прошлась, теперь можно мордочку эту немножко закруглить. Вставляю снова в иглу 2 бисеринки на расстояние равное им, вставляю иглу в фетр, возвращаюсь за 3 последние, вставляю иглу и вывожу сквозь 3 последние. Так, следом беру снова 2, снова вставляю, тут я немножко уголочек так срежу, чтобы у меня более круглая мордочка была, поправляю ноготком, за 3 последние иглу вставляю и вывожу. Так, вывела, секундочку, у меня запутался фетр, тут подтянула, держу пальчиком и подтягиваю ниточку. Вот такая у меня мордочка получается. Дальше снова вставляю 2 бисеринки, вставляю их на расстояние равное 2 бисеринкам. Так, и ноготком поправляю, вставляю в 3 последние, между 3 последними, да, вывожу и в 3 последние вставляю иглу с ниточкой, подтягиваю. Здесь, когда я дошла до ушка, я смотрю, есть ли у меня пробел. Вот тут у меня пробел виден, то есть я вижу, что мне еще одна бисеринка сюда поместится. Я беру эту самую одну, не больше, и вставляю уже прям вот возле ушка. Вставила, она у меня закрепилась, и я сквозь одну последнюю и одну предпоследнюю буду сейчас проходиться иглой. То есть за 2 бисерины вставила иглу и в предпоследнюю и последнюю вставила, и снова прохожусь через них, вывожу на изнаночную сторону. Вот, вывела. У меня вот такая получилась мордочка. Теперь мы будем эту мордочку заполнять черным бисером. Кстати, на вот таких вот этапах небольших я ниточку также стараюсь фиксировать. Вот у меня закончился этот шов, я переворачиваю на изнаночную сторону, захватываю 2 стежка черненьких и в полученную петельку вставляю нитку с иглой. Вставила, затянула и вышиваю дальше. Что мы делаем здесь? Здесь, чтобы не заполнить пустоты, чтобы у меня не было мест, где просвечивается фетр, я люблю вышивать по одной черной бисеринкой. Между ушком и глазиком одна, между 2 глазками одна посерединке, и между глазиком и ушком с этой стороны тоже по одному бисеру. Вот я вывожу иглу с ниткой на лицевую сторону, беру один черненький бисер и вставляю между ушком и глазиком, чтобы заполнить эту пустоту. Вставила, готово, заполнилась пустота, но так бисер будет у меня вываливаться, возможно, нитка порвется, поэтому я стараюсь зафиксировать 2 стежками. Вот один я стежок сделала, и вторым стежком я фиксирую эту бисеринку. Зафиксировала. Можно немножко подправить, посмотреть. Вот так. Дырочка заполнилась. Готово. Теперь между 2 глазками я вставляю тоже иглу. Сейчас вставлю ее так аккуратненько между глазками. Вставляю иглу, вывожу наружу, беру черненькую бисеринку и между глазками точно так же пришиваю одну, проходясь сквозь нее 2 раза иглой. Вот я один раз прошлась и второй раз прохожусь. Готово. И между глазиком и ушком снова прохожусь еще разок. Уже с этой стороны тоже пришиваю одну бисеринку, чтобы заполнить дырочку. Вот. Раз, и второй раз прохожусь. 2. У меня ниточка закончилась, мне уже такой короткой вышивать неудобно, я возьму новую. Вот, прошлась. Видите, дырочки я заполнила, пустоты, и уже мордочка будет более аккуратная. С изнаночной стороны закрепляю я свою нитку, прохожусь сквозь несколько стежков черного цвета, и в полученную петельку я вставляю ниточку с иглой. Вот. Так, затягиваю. И здесь тоже прохожусь я сквозь несколько стежков, уже после того, как я закрепила ниточку. Прохожу сквозь несколько черных стежков, чтобы мне еще эту ниточку, кончик зафиксировать. Вот так, чтобы у меня все было более прочно. И тут уже кончик отрезаю, оставляю немножко. Этот кончик у нас потом к изнанке приклеится.
Так, вот у меня мордочка такая уже вырисовывается, вторая, вот эту мы вышивали в эфире, сейчас вторая у меня вырисовывается уже. Беру я еще одну иглу, давайте возьму другую, у меня тут уже все приготовлено. Беру иглу с ниткой. Вот, точно так же игла для вышивки бисером, ниточка с узелком. Буду теперь вышивать вот такие вот горизонтальные полосочки, горизонтальные относительно глазок, вышивать по всей длине мордочки. Ну, вставляю я вот здесь, где закончила, там иглу и вставлю, вывожу на лицевую сторону вот так, и теперь буду вышивать горизонтальную полосочку из черного бисера, тоже тем же самым швом, назад иголку. Беру 2 бисеринки, вставляю их в иглу, естественно, иглу вставляю на расстоянии высоты этих бисеринок. Вот они у меня пришились. Теперь вывожу иглу за этими 2 бисеринками в той точке, где я первый раз ее выводила, и прохожусь сквозь 2 бисеринки, вывожу иглу. Вот она у меня теперь выходит из последней бисеринки. Снова беру 2 штучки. Снова вставляю иглу на расстоянии, равное этим 2 бисеринкам. Возможно, поначалу вы не будете это расстояние чувствовать, но потом со временем вы уже будете знать, куда правильно вставлять иглу, чтобы получалась красивая ровная линия. Это все приходит с опытом, не переживайте, если с первых раз у вас получится, ну, что-то не так, не очень аккуратно. Вот, вывожу я за 3 последних бисеринки иглу. И прохожусь сквозь 3 последние. Так, прошлась. Теперь снова беру 2. Все время беру 2. Вы можете брать по одной, но 2 тоже хорошо фиксируются, тоже держатся. Можно сразу 2 вышивать бисеринками, можно и по одной вышивать. Вот дошла я до края, здесь мне важно проследить, чтобы у меня не было пустоты. 2 мои последние бисеринки как раз четко поместились, пустоты у меня нет, поэтому я снова вставляю иглу за 3 последние и вывожу ее сквозь 3 иглы, сквозь 3 последние бисеринки, вывела и вывожу ее на изнаночную сторону, иглу с ниточкой. Вот вывела, и мы вышили с вами первый рядок. Вот он такой горизонтальный у нас, и как раз между глазками и ушками пустоты мы заполнили, и мордочка вся черненькая становится. Дальше снова вышиваю я второй рядок. Здесь же я останавливаюсь, здесь же вывожу иглу, не стараюсь снова в этот край попасть. Вывела иглу, снова беру 2 штучки, и теперь как бы сверху вниз вышиваю то же самое. Вставляю иглу на расстояние, равное высоте бисеринок. Вставила. Дальше вывожу иглу за 2 последними. Вывела. Теперь прохожусь сквозь эти 2 последние. Слежу, чтобы у меня здесь не было никаких узелков. Если нитка путается, появляется сзади какой-то узел, ну, это неаккуратно, поэтому старайтесь все узлы сразу распутывать. Снова беру 2, снова вставляю. Снова вывожу назад, чтобы 3 последние у меня были, и через 3 последние вывожу иглу. Вот так. Поправляю немножко пальчиком, слежу, чтобы было аккуратно. Снова 2 беру, вставляю, вот так. И за 3 последние бисеринки иглу вывожу и прохожусь сквозь 3 последние. Смотрю, что у меня здесь получается, какая у меня тут ситуация. У меня здесь местечко, 2 бисеринки не поместятся, но местечко для одной бисеринки есть. Поэтому я беру одну и пришиваю ее вот близко к краю. Вот видите, сразу дырочка заполнилась. И тут уже 2 последние захватываю, вывожу иглу за 2 последними. И через 2 последние вывожу
иглу на изнаночную сторону, я ее уже в конце вывела. Вот у меня второй ряд получился. Как видите, здесь у нас есть носик беленький, и вот на этом этапе, когда мы еще до беленького носика не дошли, я советую его вышить. Тоже этой же черной ниточкой, ничего страшного. Нахожу я то место, где у меня будет носик, беру одну беленькую жемчужного цвета бисеринку и ее вот так вот пришиваю. Пришила, смотрю, подходит ли мне расположение носика. Если подошло, то я прохожу сквозь нее еще один разок, чтобы зафиксировать. Маленькие бисеринки мы фиксируем минимум 2 раза, можно и 3 раза фиксировать, но никак не один. Вот, носик у меня готов, дальше я готова вышивать следующий ряд своей мордочки. Снова выхожу вот в этот край и буду теперь двигаться снизу вверх, вышивая бисером, тоже швом назад иголку. Беру 2 бисеринки, вставляю, но это вы уже все изучили, поэтому тут я могу даже молча повышивать. Я думаю, что уже все понятно, как я это делаю. Потихоньку повторяйте, и уже вот как раз ближе к концу мордочки, если вы тоже овечку вышиваете, у вас получится все очень четко. Так, прохожусь, снова беру 2 бисеринки. Вот тут у меня, видите, тоже слишком много места, но 2 бисеринки у меня точно поместятся. Вот они у меня помещаются. И еще я слежу за тем, чтобы у меня моя вот эта жемчужинка нормально располагалась, чтобы между жемчужинкой и темным бисером тоже не было пустот никаких. Но вот пустот у меня нет. Здесь у меня осталось местечко до жемчужной бисеринки и после, до носика и после. Вывожу иглу, вот видите, у меня узелок. Я так это дело не оставляю, узелок мне надо расправить. Готово. Здесь у меня 2 бисеринки до носика помещаются, я сразу 2 вот так и пришью. Вот, заполнила я пустоту, и теперь я снова пройдусь еще разок сквозь эти 2 бисеринки ниткой с иглой. Вот, прошлась. И дальше за вот этой жемчужинкой у меня тут поместится тоже или 1, или 2. Давайте попробуем сначала 2, посмотрим, как они будут смотреться. 2 бисеринки попробуем поместить. Так, пришиваю. Вот, 2 у меня четко поместились. Мордочка у меня получилась. Снова прохожусь сквозь эти последние черные 2 бисеринки иглой. Вот, прошлась, и мордочка у меня готова. Видно? Тут хороший свет, можно посмотреть. Мордочка у меня готова. Главное, чтобы не было никаких пустот. Дальше. Тут сверху также мне нужно еще вышить лобик. Для лобика я сразу вот здесь можно ниточку еще раз закрепить, потому что еще один этап мы вышили, и после каждого этапа я стараюсь ниточку закреплять. Узелок завязали, закрепили. Вот здесь, где лобик, я тоже советую между ушком и глазиком, между глазками по одной черной бисеринке пришить. Вот между ушком и глазиком пришиваю одну, прохожусь сквозь нее тоже 2 раза. Вот, пришила, сразу дырочка заполнилась. Сквозь нее прохожу 2 раза. Первый и вот второй раз. Прошлась. Дальше у меня идут глазки. Между глазок я тоже прохожусь еще раз одной бисеринкой. Так. Снова пройдусь еще раз сквозь нее. Вот уже у нас заполнилась дырочка между глазками. Снова прохожусь сквозь нее. И между этим глазиком и между ушком с этой стороны тоже еще одну пришиваю. Вот так, чтобы заполнить эту пустоту. Самое главное, чтобы у нас не просвечивал фетр, особенно если фетр вот такого молочного цвета, как у меня, а бисер черного цвета. Если прям совсем все просвечивает, тогда лучше район мордочки вам акриловой краской черной зарисовать. Вот у нас получилось теперь вот так.
И дальше вышиваю лобик. С этого же места, с крайней бисеринки, я хочу вышить небольшой такой полукруг. Вы можете его нарисовать, я не рисую, потому что не очень сложно вышить полукруг. Буду вышивать вот сразу на глаз. К тому же, если вам очень нужны супер ровные четкие линии, тогда можно рисовать, например, какие-то линии прямые. Но здесь овечка у нас, и в принципе, если будет что-то не очень симметрично, не очень четкая, не очень ровная, вот, например, мордочка, то она даже как-то миленько смотрится, и это не так страшно. Вот, беру я следующие 2 бисеринки, вышиваю все точно так же, как и вот предыдущая моя часть мордочки. Вышиваю такой небольшой полукруг. Все тем же швом назад иголку. Вот у нас есть он здесь на схеме, можете еще раз посмотреть. Так, дальше. Слежу за тем, чтобы у меня здесь не было никакой пустоты. Вот я как раз четко завершила 2 бисеринками свой лобик, ну вернее лобик моей овечки. Вот так, готово. И здесь, посмотрите, у нас между вот так между глазками этой нашей единичной бисеринкой, между лобиком есть пустота. Вот эту пустоту, я думаю, что я заполню 3 бисеринками, как мы это в эфире делали. Выведу иглу в эту пустоту, возьму сразу 3 бисеринки, сразу раз, ой, так, 2, тут у меня какая-то улетела, вот я ее сейчас ту, которую улетела, и возьму. Вот она у меня летела. 3. Сразу беру 3 бисеринки и вставляю вот сюда, вот в пустоту, вот в эту иглу. У меня как раз эти 3 бисеринки должны закрыть. Вот, видите, ничего не видно. И снова сквозь эти 3 бисеринки прохожусь еще раз иглой. Сразу прям сквозь все 3. Это у нас будет, вот поправляю немножко, вот, готово. Это у нас вот такой шов. Вот так я набрала 3 и 2 раза сквозь него прошлась иглой. Вот у меня получилась мордочка, глазки поправили. Ну, смотрите, они немножко разные, это хорошо, потому что каждый раз получается новая мордочка. Здесь снова закрепляю я ниточку за стежок черненький. Вставляю в черненький стежок, вставляю иглу в образовавшуюся петельку, снова вставляю иглу с ниточкой, закрепила. И здесь уже я сквозь вот эти несколько черненьких стежков прохожусь этой иглой с этой ниткой, чтобы еще лучше закрепить. Так и отрезаю. Вот этот кусочек у нас потом приклеится, уйдет в шов. Все готово. У нас вот это барашек этот мордочкой своей готов. Теперь мы можем вышить. Сейчас я возьму иголочку. Теперь мы можем вышить дальше тельце. Я покажу, как я начинаю его вышивать. Сейчас я ниточку с иглой возьму. У меня она не готова. Беру уже белую нитку, потому что вот моя игла. Беру уже белую нитку, потому что у нас белые бусинки и барашек жемчужного цвета сам по себе. Вот вставила я просто нитку в иглу бисерную. Здесь с краешку я делаю узелочек. Вот так. И можем вышивать дальше. Так. Начинаю я вышивать, ну вот примерно с этого места, двигаясь к попке. Сразу вставляю иглу уже с узелком белого цвета вот в это место, близко к нашему краю. Эти я убираю бусинки. У меня для этого барашка приготовлено самых больших 5 бусинок, вот таких. И я стараюсь эти бусинки располагать, ну вот так вот хаотично по тельцу барашки, чтобы они не были сосредоточены в каком-то одном месте, чтобы это выглядело, ну, натурально как-то. Вот, поэтому я все время стараюсь брать разнообразные по размеру бусинки и слежу за тем, чтобы крупные бусины не были все расположены прямо у мордочки. Это будет не очень красиво. Ну вот, например, беру я одну вот такую жемчужную бусинку небольшого размера. Стараюсь также следить за тем, чтобы бусинки небольшого размера были у головы, побольше дальше к серединке и к попке, и к краям. Тоже их были они не такие большие, так что ж я теряю эту бусинку. Вставила
вставила вот я большую такую, ну, небольшую, средней величины бусинку, и теперь ее пришиваю. Пришиваю я ее как минимум 3 стежками. Маленькие такие бусинки как минимум мы пришиваем 3 стежками, большие или побольше чуть можно 4 или даже 5 стежков сделать, чтобы бусина держалась хорошо. Если она у нас просто немножко вот так вот шатается, это нормально. Если она немножко вот так закреплена и шатается, это нормально. Если она у вас болтается вот так во все стороны, и вы ее немножко тянете, и видно между бусинкой и фетром ниточки, то есть нитка немножко растягивается, значит бусина приклеена, не приклеена, пришита. Пришита плохо, и нужно еще несколько стежков сделать. Если вы вышиваете вашу брошку вот всеми такими большими бусинами, тогда в принципе можно даже брать иглу, ниточку с иглой в 2 сложения, но тоже проходиться несколько раз сквозь эту бусину. Одного раза недостаточно, все равно будет вылазить ниточка, поэтому лучше, даже если вы берете в 2 сложения нить, лучше проходиться несколько раз. Теперь я беру помельче и тоже пришиваю ее. Ну, вот эту, например, маленькую бусинку, сквозь нее можно 2 разочка пройтись, но я на всякий случай все равно прохожусь 3 раза. Я не ленюсь, чтобы потом нигде ничего не вылезло. Дальше посерединке этих бусинок можно выбрать бусинку побольше, вот такую, например, и тоже пришить ее несколькими стежками. Такую побольше, ну, как минимум 3 стежка, а то и 4. Вот так я ее пришиваю. И дальше заполняю так все тельце. На следующем уроке, в следующем эфире, в следующем видео я вам покажу, как я заполняю дальше все пространство. Вот с вами мы тут немножко уже заполнили. Вот вторая наша овечка. И уже заполню все целиком вместе с вами, используя эти бусинки. Ну вот так примерно это делается. Если есть вопросы, пишите ниже. Вот эта овечка, которую мы вышиваем. Вот еще раз основной шов назад иголку, который мы использовали. Вот у нас одна овечка, и вот вторая, которую я вышивала с вами только что. Ну, ножнички, естественно, нам тоже нужны. Вот, все. Спасибо всем, пока, вышивайте свои брошечки.